Всем привет! Ученый из Гарварда утверждает, что Марс был обитаемой планетой. Научная сенсация или фантастика? Марс — холодная, безжизненная пустыня. Или кладбище древней цивилизации, стертой с лица планеты в результате ядерной катастрофы. Эта шокирующая теория принадлежит доктору Джону Бранденбургу, физику-плазменщику, выпускнику Калифорнийского университета и бывшему сотруднику НАСА. Он утверждает, что на Марсе когда-то существовала развитая раса, уничтоженная в результате масштабного ядерного удара. Но как ученый пришел к такому выводу? И есть ли у его теории реальные доказательства? В 2011 году Бранденбург впервые выдвинул гипотезу, что красный цвет Марса мог быть вызван глобальным ядерным взрывом. Его аргументы: поверхность планеты содержит аномально высокие концентрации урана и тория, элементов, которые на Земле связаны с ядерными процессами. В атмосфере обнаружен ксенон-129, изотоп, который в природе встречается редко, но массово выделяется при термоядерных реакциях. Для сравнения, на Земле подобные изотопные аномалии встречаются только в местах ядерных испытаний, например, на полигонах в Неваде или Семипалатинске. В районе Сидонии, в северном полушарии Марса, находятся странные геологические образования. Среди них выделяются лицо Марса, гигантская структура, напоминающая человеческое лицо, и группа пирамид, объекты с правильными геометрическими формами. Уфологи десятилетиями утверждают, что это руины древнего города. НАСА же объясняет их оптической иллюзией и игрой теней. Но Бранденбург идет дальше. Эти структуры могут быть искусственными, а их разрушение – следствием мощного взрыва. По версии Бранденбурга, на Марсе существовали две расы – сидонцы, обитавшие в северном полушарии, и утопийцы, жившие в южном полушарии. Их технологический уровень мог быть сопоставим с Древним Египтом. Но что их погубило? Скорее всего, это была массированная ядерная бомбардировка со стороны другой инопланетной цивилизации. Взрывы были настолько мощными, что атмосфера Марса была частично уничтожена, а поверхность заражена радиацией. Бранденбург предполагает, что до катастрофы Марс напоминал Землю. Там были реки, озера, океаны и плотная атмосфера. Возможно, существовала растительность и животный мир, но после ядерного удара планета превратилась в безжизненную пустыню. Если сравнить данные НАСА и теорию Бранденбурга, что мы увидим? Официальная наука скептически относится к его выводам: нет явного кратера от ядерного взрыва. Ксенон-129 мог появиться из-за вулканической активности или метеоритных ударов. Статья Бранденбурга опубликована в малоизвестном журнале, а не в Nature или Science. Но, как говорят, есть нюансы. В 2014 году зонд Мэйвен обнаружил, что атмосфера Марса стремительно теряется, возможно, из-за древней катастрофы. А марсоход Curiosity нашел следы внезапного климатического коллапса миллиарды лет назад. В 2017 году был рассекречен документ ЦРУ «Исследование Марса» 22 мая 1984 года, где описывался эксперимент по удаленному наблюдению Марса. Секретный проект был реализован в Форт Миде в Мэриленде, где были набраны люди, утверждавшие, что обладают экстрасенсорными способностями. Люди с экстрасенсорными способностями, включая Джо МакМонагла, по заданию сотрудника ЦРУ мысленно путешествовали на Марс. Документ содержит мало подробностей. Испытуемому был показан запечатанный конверт, в котором находилась карточка размером 3 на 5 сантиметров со следующей информацией «Планета Марс». Интересующее нас время – примерно 1 миллион лет до нашей эры в определенном месте. В отчете утверждается, что объект эксперимента был доставлен на планету в указанный год и сообщил о перекошенных пирамидах и очень большой дороге с монументом, похожим на те, что были известны древним египтянам на Земле. Затем видение сместилось к популяции очень больших худых людей, одетых в облегающую одежду из шелка, ищущих новое место для жизни, поскольку их окружающая среда была испорчена. Субъект сообщил администратору, что это были древние люди, которые умирали. Это уже не их время и не их возраст, сказал субъект. Они относятся к этому очень философски.
Они ищут способ выжить, но просто не могут. Они искали выход или ждали чего-то, что вернется. Все очень быстро приходит в упадок, и эта группа отправилась куда-то, проделав долгий путь, чтобы найти другое место для проживания. Он описывал это место с вулканами, газовыми карманами и странными растениями. Видел гигантские руины, пирамиды и мертвых исполинских существ. Это было очень нестабильное место. Совпадение? Его описание удивительно похоже на теорию Бранденбурга о древней марсианской цивилизации. Возможные объяснения. Естественные процессы, Ксенон-129, мог накопиться из-за распада радиоактивных элементов в коре Марса. Пирамиды – просто причудливые горы, как земные столовые горы. Или все-таки это война? Если теория Бранденбурга верна, это означает, что жизнь во Вселенной – не редкость. Высокоразвитые цивилизации могут уничтожать друг друга, и Земля может быть следующей целью. Пока ученые ищут бактерии под марсианским грунтом, альтернативные исследователи верят, мы уже нашли следы погибшей цивилизации. Остается два вопроса. Был ли Марс жертвой космической войны? И если да, кто следующий? А как вы думаете, верите ли вы, что на Марсе когда-то существовала жизнь? Напишите в комментариях свое мнение. И не забудьте подписаться на канал. На сегодня все. Всем спасибо и до встречи.